Всем привет! Конец очередной недели, и пока все обсуждают ситуацию с Ираном и Израилем, давайте мы поговорим о своем. Это сводка за неделю с 9 по 15 июня. В прошлой сводке я рассказывал, как изначально российские войска вышли на территорию Сумской области по направлению на Басовку и Беловоды, но уперлись в украинскую оборону. И поэтому российские войска расширили фронт, зайдя еще западнее со стороны Константиновки и Владимировки. Сделано это было, чтобы оказать давление на украинские войска и их снабжение на этом направлении. И вот это дает свои плоды. Российские войска снова продвигаются на прежнем участке фронта. В частности, они продвинулись в районе Юнаковки и Яблоновки. Последнюю армия России заявляет как захваченную полностью. Пока что не угасают боевые действия и в приграничном районе Курской области, около Теткина. На этом участке довольно регулярно видна работа украинской авиации, которая применяет планирующие авиабомбы ГБУ-39 и «Хэммер» по российским объектам. В давних сводках я часто вспоминал исследователя по открытым данным, который действует в Твиттере под никнеймом NalCO. Он занимается подсчетом потерь техники обеих сторон отдельно по каждому направлению фронта. В том числе, с самого начала Курской операции в прошлом году он начал вести подсчет потерь техники по Курскому направлению. Сейчас, когда Курская область по большей части зачищена, он продолжает вести список под тем же названием, хотя большинство теперь это называют Сумским направлением. То есть, подводя промежуточный итог, он в таблицу, озаглавленную как «Курское направление», добавляет сейчас и потери в районе Теткина, и потери в районе Юнаковки, Яблоновки и Кондратовки, Сумской области и так далее. Так вот, уже очень давно все это направление идет в минус Украине, которая теряет здесь техники больше, чем Россия. Так была большую часть времени существования Курского плацдарма. Так продолжается и сейчас. Я отмечу, что когда украинские войска решили снова зайти со стороны Теткина, мы видели много кадров, как ВСУ теряли в этих попытках и дефицитные боевые машины пехоты Брэдли, и инженерные машины разминирования, и бронемашин. Есть важные изменения по Харьковской области, Купянскому направлению. Уже давно российская армия создавала на правом берегу реки Оскол мини-плацдармы. И она давно пытается соединить между собой эти плацдармы, превратить их в один большой. Но все было тщетно. И вот сейчас российским подразделениям удалось соединить плацдармы в районе Масютовки и Нововолынска в один большой. Также они смогли захватить поселок городского типа Двуречный. И вот это важно, потому что именно в Двуречной находится автомобильный мост через Оскол. Да, он взорван еще где-то в прошлом году, но в военных условиях его останки все равно можно использовать. Для этого существуют накидные мосты, которые быстро ставятся поверх уцелевших опор моста. Как вы помните, я ранее уже говорил, что российским войскам не удается расширить и укрепить плацдармы на правом берегу реки Оскол как раз потому, что очень сложно форсировать даже такую небольшую реку, как Оскол. Сложно перебрасывать через нее технику и снабжение. И вот теперь будет попроще. На турецком направлении российская армия прилагает много усилий, пытаясь прорваться со стороны Новооленовки и Александрополя к Клебан-Быкскому водохранилищу. Около него находятся села Яблоновка и Александра-Калинова. Поскольку Яблоновка – это такое вытянутое по своей форме село, поэтому частично оно уже захвачено. Также в начале недели мы видели первые попытки российских штурмовых групп атаковать Александра-Калинова. Когда два этих села будут захвачены, территория южнее, скорее всего, схлопнется. И произойдет это по той причине, потому что единственным горлышком, где украинские войска смогут провозить снабжение и пополнение, станет узенький участок местности между восточным берегом Клебан-Быкского водохранилища и территориями к северу от Торецка, где есть позиции российских войск. И вот это будет опасная ситуация. Поэтому лучше будет покинуть территорию южнее водохранилища, чтобы не попасть в окружение. Скорее всего, тогда же украинским войскам придется уйти и из Торецка. Важность Торецкого и Покровского направлений для российской армии заметна и по количеству применяемых авиабомб здесь. Французский исследователь Клеман Мален изучил спутниковые снимки местности между Константиновкой и Покровском и отметил, что за период с 25 мая по нынешнее время российская авиация сбросила на этом направлении не менее 1000 авиабомб с УМПК, то есть универсальным модулем планирования и коррекции авиабомб. Такими авиабомбами бьют по лесопосадкам в ближнем украинском тылу. В современное время, когда вокруг засели дронов, лесопосадки обе стороны используют для размещения в них позиций пехоты и операторов беспилотников. Потому что, в отличие от чистого поля, ты хотя бы немного замаскирован листвой деревьев. По опубликованным Клеманом спутниковым снимкам можно отметить еще два важных момента. Во-первых, непосредственно к западу от Константиновки таких ударов меньше, чем к северу от Попового Яра. И я думаю, это потому, что к западу от Константиновки практически нет фортификаций и укреплений. Поэтому там по лесопосадкам можно отработать с помощью беспилотников. Во-вторых, видно, что авиабомбы очень точно попадают по лесопосадкам. Меня месяца полтора-два назад замучили вопросами по поводу влияния на бомбы глушилок.
Тогда откуда-то пошел вброс, что якобы украинские глушилки начали влиять на российские авиабомбы, и поэтому они стали менее эффективны, перестали попадать по целям. И вот вам очередное доказательство, что бомбы по-прежнему эффективны и очень точно попадают по целям. Западный фланг Покровского направления. Минобороны России заявляет, что они захватили село Орехово. Подтверждения этому я пока что не видел. Возможно, очередное заявление в кредит. Разгорается ситуация и на юге Донецкой области. Здесь заявляется захват села Алексеевка. И хотя фото и видео подтверждений не приводится, тем не менее показывают видео с российскими военными западнее села Новоукраинка, которое находится сильно западнее самой Алексеевки. И мне сложно представить, как еще там могли бы оказаться российские солдаты, кроме как захватив село Алексеевка и Зеленый Кут. Если сообщения про Орехово, Алексеевку и Новоукраинку найдут дополнительные подтверждения, то, скорее всего, в ближайшие пару недель мы увидим схлапывание большого кармана площадью 80 квадратных километров. И линия фронта пройдет от Орехова вдоль границы двух областей до Зеленого Кута. Чуть юго-западнее этого района идут бои за село Камар. Российские штурмовики заняли позиции в центральной части села. Что же там с Днепропетровской областью? А то на этой неделе Дмитрий Медведев сказал про якобы новые реалии, в которых российская армия ведет бои в Днепропетровской области. И Минобороны России заявили, что наступают широким фронтом в этой области. И Дмитрий Песков сказал, что российские военные создают буферную зону в этой области. В районе сел Орехово и Новоукраинка мы действительно видели первые заходы отдельных групп российских солдат на территорию этой области. Но закрепиться там им пока что не удается. О том же самом пишут разные украинские военные в своих публичных телеграм-каналах. Поэтому, на мой взгляд, будет неправильно говорить, что уже идут бои в Днепропетровской области. Я бы назвал это как «идут атаки на приграничные районы Днепропетровской области». Вот так будет корректнее. Это что касается изменений по линии фронта. И вот на примере этих новостей будет легче всего ответить на вопрос, почему при обмене телами погибших военных между двумя сторонами на украинскую сторону возвращают всегда на порядке большее количество тел. В частности, на этой неделе произошел такой обмен. И Украине вернули больше 1200 тел, а России только 27. Это объясняется ходом войны. Вот возьмем, например, бои за село Камар на юге Донецкой области. В ходе этих боев погибают солдаты с обеих сторон. При этом украинская сторона постепенно отступает, а российская постепенно продвигается. Как вы думаете, в чьем распоряжении по итогу боев за Камар будет скапливаться большее количество тел погибших военных? Конечно же, в распоряжении продвигающейся стороны. В какой-то момент село Камар станет ближним российским тылом. И вот только тогда эвакуационные группы полноценно пройдутся по местам боев и соберут как тела российских военных, так и тела украинских военных. А поскольку последний год именно Россия в основном владеет полем боя, отсюда и получается, что в распоряжении России скапливается большее количество тел, как своих, так и украинских. И это ясно видно по графику обменов телами погибших военных. Подчеркну, что такой перекос показывает исключительно то, кто именно продвигается по линии фронта. Эти данные ничего не говорят нам о соотношении и масштабе потерь. Если же вам интересны последние данные российских потерь, то благодаря совместной работе русской службы BBC, Медиазона и их команды волонтеров сейчас известно больше 113 тысяч некрологов погибших российских военных. Если же мы поставим эту формулу, которую использует наша команда, плюс добавим примерно оценки погибших мобилизованных и сепаратистских республик, то получится порядка 4 миллиона человек, убитых за 3 года полномасштабной войны. Это, безусловно, страшная цифра. При этом, судя по последним данным, Россия продолжает набирать примерно по 30 тысяч человек в месяц на войну. Появились свежие данные по расходам федерального бюджета России за первый квартал 2025 года. Издания «Важные истории» проанализировали их и пришли к выводу, что за первые 3 месяца этого года контракт подписали почти 90 тысяч человек. Это много и хватает для того, чтобы покрывать текущие потери и продолжать войну в текущем темпе. Но не хватает для реализации всех тех фантазий, про которые меня часто спрашивают. Я имею в виду наступление на город Сумы, Харьков, Одессу, захват левобережья Днепра и так далее. Вот для такого нужно намного больше людей. Если мы возьмем 250 тысяч погибших военных и разделим их на 3 года полномасштабной войны, то получится почти 85 тысяч человек. Так что да, можно сказать, что 3 месяца набора людей полностью прикрывает потери за год убитыми. Но ведь есть еще раненые, в том числе тяжело раненые, военнопленные, дезертиры и так далее. И видна тенденция, что с течением войны темп потерь будет и дальше расти. Происходит это прежде всего потому, что кончается бронетехника, и приходится пересаживаться на небронированную гражданскую технику, в том числе мотоциклы. В середине недели вы могли видеть новостные заголовки, в которых говорилось, что министр обороны США Пит Хексет объявил, что они будут сокращать военную помощь Украине в следующем году.
И многие, в том числе и я, сразу задались вопросом, как можно сократить то, что и так не выделяется? С момента вступления в должность Дональда Трампа Америка ни одного нового пакета военной помощи Украине не принимала. Как же можно сократить то, чего нет? Сейчас уже стало ясно, что имелось в виду. В Конгрессе идут слушания по бюджету Пентагона на 2026 год. В ходе этих слушаний у Пита Хексета спросили, будет ли Пентагон запрашивать на следующий год больше финансирования для обороны Украины. На что министр обороны ответил, что бюджет военного ведомства сокращается, а президент Трамп считает, что окончание войны нужно достигать путем переговоров. Поэтому нет, Пентагон на 26-й финансовый год не будет запрашивать дополнительных средств для финансирования армии Украины. Вот что было сказано. То есть тут не было речи о том, что сейчас внезапно Пентагон заморозит то, что поставляется прямо сейчас, что было согласовано еще при администрации Байдена. Нет, об этом речи нет. И, кстати, на этих же слушаниях Хексет отметил, что сейчас продолжаются поставки по 4 пакетам военной помощи Украине, которые были расписаны еще Джозефом Байденом в рамках его президентских полномочий по выделению помощи напрямую из запасов американской армии. Журналисты меня еще с января часто спрашивают, а может ли Европа компенсировать выпавшие американские поставки военной помощи? И я каждый раз отвечаю, что по многим позициям списка вооружений, в принципе, да, постепенно сможет компенсировать. Но вот, например, по противовоздушной обороне очень сложно. Потому что это все дорогие дефицитные комплексы ПВО и ракеты к ним. И производятся они очень медленно. Точно не в том темпе, который требует нынешняя война. И вот в рамках ПВО и военной помощи США на этой неделе произошло то, что у меня никак не укладывается в голове. При Байдене активно используется закон, который называется как «Инициатива содействия украинской безопасности». Вы можете в англоязычном интернете часто встретить упоминание его в виде аббревиатуры USAI. Смысл этого механизма в том, что Конгресс заранее выделяет деньги из бюджета Пентагона специально на военную помощь Украине. То есть Конгресс прямо говорит Пентагону, вот эта часть вашего кошелька – это на помощь Украине. Ни на что другое эти деньги тратить нельзя. При Байдене же Пентагон расписывал эту часть своего бюджета на заключение контрактов с разными компаниями-производителями боеприпасов и оружия и техники. Это долгосрочные контракты, по мере исполнения которых произведенное оружие и техника передается Украине. Одним из таких контрактов был контракт на производство ракет АПКВС. Это такие зенитные ракеты, которые мы часто видим в Украине. Их пускают с разных бронемашин, например, с «Хамви». И они очень полезны для сбития разных беспилотников, например, шахедов. Их наличие позволяет не тратить на сбитие шахедов более дорогие зенитные ракеты. А ракета АПКВС стоит порядка $30 тысяч за штуку. Это очень дешево. Так вот, было произведено в рамках этого контракта 20 тысяч ракет. После чего приходит новый министр обороны Пит Хексет и говорит, а вы знаете, нам сейчас эти ракеты нужнее на Ближнем Востоке. Поэтому мы, Пентагон, забираем их. Я понимаю, почему эти ракеты им сейчас нужнее в свете последних событий вокруг Ирана и Израиля. Но так ведь нельзя. Как я понимаю, это попросту незаконно. Если Конгресс прямо определил, что вот эти деньги на помощь Украине нельзя министру обороны взять и сказать, а вы знаете, я решил, что мы потратим их на другое. Короче, хорошо бы услышать какие-нибудь комментарии американских юристов. И это все на фоне роста производства шахедов в России и все увеличивающихся масштабов российских воздушных атак по Украине. Тот самый момент, когда любые установки ПВО, любые зенитные ракеты очень и очень нужны. И особенно вам об этом много расскажут жители, например, Харькова, которые просто каждый день под обстрелами беспилотников, авиабомб, ракет. Я это знаю не потому, что читаю новости, а потому что наша команда в каждодневном режиме мониторит каждый такой обстрел и всех разбирает детально. Даже если такие обстрелы не попадают в новости. Поэтому мы вам можем рассказать много о воздушных атаках России. И я стараюсь в каждой сводке донести до вас те моменты, которые порой ускользают от широкой общественности. Например, про те самые сафари на людей дронами в Херсоне. Или про то, как в последние 3 недели Россия специально выслеживает украинских спасателей и прицельно бьет именно по ним, по их зданиям, по их технике и даже по их домам с семьями. Я думаю, что именно для того, чтобы обратить внимание всех западных стран на проблему с ПВО и в целом военной техникой, и делаются политические заявления про то, что Россия может пойти в атаку на Одессу, что она может захватить восток Украины, что она может послать зеленых человечков в Эстонию, и что она производит за 3 месяца больше вооружений, чем все НАТО. То есть понятно, что Путин всего этого хотел бы, но нет, таких возможностей у России нет и не будет. Перейду к теме украинских операций в глубоком российском тылу. На этой неделе мы увидели первые итоги операции Службы безопасности Украины «Паутина».
Российская стратегическая авиация была перебазирована далеко на восток, на Камчатку. Появились спутниковые снимки, подтверждающие это. И это особенно хорошо по бомбардировщикам Ту-95, которые используются для обстрелов Украины. Чем дальше им лететь до зоны пуска ракет, тем больше времени воздушных сил Украины на принятие мер реагирования и на предупреждение общества об опасности. Также в Вашингтон-Пост была заметка, автор которой поговорил с своими источниками в украинских спецслужбах. Они подтвердили ему догадку про бухту Десантная. Напомню, 30 мая недалеко от Владивостока в бухте Десантная были подозрительные взрывы. Были перекрытия дорог, летал военный вертолет. И потом с стороны бухты 2 грузовика вывозили накрытые брезентом останки машин в сопровождении фургона ФСБ. Официальная позиция региональных властей тогда была, что ничего серьезного. Это просто в какой-то машине взорвался газовый баллон. Хотя для реагирования на просто взорвавшийся газовый баллон они разве что только самолет МЧС не привлекли. И вот источники Вашингтон-Пост в украинских спецслужбах подтверждают, что это была диверсия Главного управления разведки Украины, которые хотели таким образом тоже показать, что могут доставать российские военные цели даже на самых далеких восточных границах России. Тем более, что во Владивостоке базируется 155-я бригада морской пехоты, которая известна своими военными преступлениями и особенно жестокими казнями украинских военнопленных в Курской области. Мы не знаем, насколько успешна была диверсия, но тем не менее, как факт, она была. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через неделю. До встречи и пока.